Хорошо, идем дальше. Это у нас троечка. Управляется планетой удачи Юпитер. И троечка, как известно, самая из таких удачливых цифр. Если у вас число души или число кармы, э, иногда тройкам везет даже ничего не делая, но не всегда всем тройкам э, прямо настолько везет, что они могут там деньги лопатой, да, гребсти. Не все тройки миллионеры, хотя могли бы быть. В чем иногда проблема, что две проблемы. Первое, что тройка, если у нее нет знаний или знания, которые она получила как-то, она не использует их вот напрямую в работе, поэтому это может быть причина, почему тройка недостаточно зарабатывает. Она, может быть, там выучилась, не знаю, 3 высших образования, но не выучилась, как зарабатывать деньги. Ну, вы знаете, да, то, что в университетах не учат, как зарабатывать деньги. Есть совершенно там другие обучения, другие курсы. Ни школа не учит, как зарабатывать, ни в университете не учат, как зарабатывать. Поэтому мы имеем то, что имеем, что люди там с 5 высшими образованиями не умеют зарабатывать часто деньги по причине, что в школе этому не учат. Но есть некоторые тройки и много троек, которые все-таки нашли себя в профессиях. И тройки обычно, они таких профессий, которые ну, такой высшей категории, то есть профессии, где нужно там, может быть, долго учиться или иметь какие-то специфические знания в какой-то конкретной сфере. То есть это и там и врачи, и экономисты, и юристы, и судья, и там бизнесмены высокого какого-то калибра. Это и инвесторы, люди, которые чувствуют, скажем так, интуитивно даже чувствуют, где, что и как можно заработать. И как будто им вот планета Юпитер, да, даже помогает, да, Вселенная им помогает это делать. Но Юпитер, когда ему везет больше, когда он вот честно использует свои знания и способности своего ума для того, чтобы зарабатывать. То есть Юпитер не поддерживает людей, которые пытаются как-то заработать какими-то нелегальными способами, кого-то там обмануть, у кого-то что-то украсть и это использовать. То есть сразу, если человек это делает, то у него обрезается удача, и Юпитер как планета не поддерживает такого человека. Но если человек вот честно, он выучился, он работает на своей работе, использует знания, помогает другим, потому что Юпитер — это знание, делится знаниями. Опять же, не то, что он их где-то своровал, да, там, как мою книгу бывает, там воруют и выдают знания за свои. Нет, то есть человек свои знания. Может быть, он, да, начитанный, он много знает, но он что-то делает там, взял от всех, да, и сделал что-то свое. Это по-другому, а не просто взял у кого-то и перепродает просто как свое. И Юпитер в этом плане помогает своим подопечным в плане финансов. Вот, не знаю, совсем там бедных троек я редко встречала. Только если вот как-то они совсем там сошли с пути, или там проблемы с алкоголем, или какие-то нелегальные вещи делают. То есть тройка самая по цифрам успешная энергия для того, чтобы зарабатывать, поскольку им надо намного меньше сделать, чем другим, чтобы вот финансы к ним шли. Но это не значит, что как-то все просто, как-то все быстро. Нет, в основном, если тройка вкладывает деньги в свои знания, то и денег у нее становится больше. То есть чем больше она учится, но применяет знания свои и сразу по делу на практике, тем у нее больше денег. Если тройка, вот это вторая проблема тройки, что возомнить, что вот она уже все знает, что она умнее всех, что все там остальные что-то там учатся, она и так все знает без всего этого, то, конечно, это мы знаем, есть такие умные, сидящие на диване, которые
там зарабатывают 5 копеек, но зато получают всех по телевизору, там все неправильно все делают, политики все там неправильно страной руководят, но у самой тройки, например, нету ни образования, ни денег, ни какого-то, ну, то есть опыта, чем похвастаться. Поэтому у тройки вот эти 2 проблемы. Или, да, там много образования, она не знает, куда его направить, или у нее нет образования, но зато есть большое там чувство собственной значимости, и это как преграда, почему тройка не получает больше, то, что она как бы сама закрывает свои пути. Если тройка открывается и принимает знания, а учиться учиться я лично буду до конца жизни, да, до последнего дня, потому что вот насколько человек может принимать знания и расширять свои возможности, это не ограничено. Как только человек решает, что он все знает, и он на этом останавливается, ну, поэтому бывает и деньги тоже останавливаются, да. А все в мире настолько быстро меняется, что нужно постоянно быть в курсе дел. И учиться я не имею в виду, там 3 высших образования или там 125 курсы там по Таро. А я имею в виду специфические знания, не знаю, как продавать, как там себя позиционировать, не знаю, там знания публичной речи той же, знания, как вообще коммуницировать с людьми и так далее. Да, этому всему в школе не учат. Поэтому чем больше троечки будут разного рода информации, даже та же нумерология, та же астрология. Когда ты разбираешься в людях, ты же можешь лучше понимать людей, ты можешь знать, как им лучше продавать, что человеку нужно, какой подход к нему найти, да, то есть вот изучать людей и все знания, которые помогают и продавать легче свои услуги людям в любой абсолютно сфере, понимая, что каждому человеку надо. Если тебе придет единица, там, если там человек-врач, придет единица в кабинет, и врач начнет ей там командовать, у меня так было, да, я еще не успела в кабинет зайти, а со мной разговаривают, как будто э, не я заплатила деньги за консультацию, да, а мне начинают там что-то командовать, что-то со мной разговаривать, как будто мы там на одном унитазе в детстве сидели на горшке одном, да, то есть сразу все, нету коннекшена, то есть вот что значит человек, который не знает базовых каких-то вещей, как вообще общаться с людьми, может так всех клиентов растерять. Поэтому тройки, которые развиваются постоянно, открыты для всего нового, готовы меняться, у них обычно все с финансами хорошо и становится только все лучше и лучше. Часто и профессии, да, какие у них и собственный бизнес, и бухгалтера, и финансисты, и печатный бизнес, писатели, ораторы, и страховки, и там продажи, везде, где нужны знания. Где вот такие самые высокооплачиваемые профессии, там тройка как раз как рыба в воде. Топ-менеджеры, все, что связано с заграницей. Часто тройкам это намного благоприятнее, чем человек, тройка там будет где-то возле дома работать. Лучше, когда тройка работает там, онлайн или ездит куда-то за границу, или у какие-то заграничные партнеры. То есть для тройки вот этот элемент за границей очень важен, поскольку Юпитер управляет за границей, связи международные, что-то да, там на расстоянии, скажем так, да, то есть человек что-то, как я, например, нахожусь там в одной стране, меня смотрят там более чем в 80 странах, да, у меня ученики вот более из 80 стран учатся, несмотря на то, что я нахожусь там в одном месте. Поэтому вот чем больше будет, ну, как бы, да, на расширение у тройки, чем больше языков будет тройка знать, это вообще обязательно. Конечно, если человек знает один язык, он тройка, ну, его возможности ограничены. То есть контакты с иностранцами, да, и так далее.
Есть вот тройки профессий, которые связаны, да, вот как у меня в книге написано, там, преподавание, конечно, и троечка любит обучать, любит, когда ее слушают, поэтому много священников троечек, да, которые решили, что вот они могут научить кого-то духовному, бросить всю там материальную как бы жизнь, да, и уйти, например, продавать иконы, да, или Библию и так далее, и учить людей там жизни. Ну, тоже как вариант. Э, Кто у нас из троечек был? Генри Форд, Елена Рерих, то у меня здесь Джон Траволта, Хиллари Клинтон, Кайли Минок, Кевин Костнер. Э, Троечки обычно такие яркие личности, да, потому что они обычно более на позитиве. Если вот где-то на работе есть троечка, то она обычно, ты ее ну, легко замечаешь, да, то есть это такие обычно одни из самых успешных, кстати, из, там, не знаю, руководителей, работников, но тоже их нельзя ставить ни в какие рамки, чтобы их энергия, вот эта энергия там позитива, оптимизма, не была заточена в рамках, работы с 9 до 6. Да, тройкам тоже важно, чтобы была свобода действия, чтобы, может быть, можно было ездить куда-нибудь за границу работать, может быть, где-то, чтобы работать там онлайн, какую-то часть работы выполнять, чтобы деньги шли к тройке, ей нужна свобода движения. Если вы скажете тройке, что ты лучший, ты лучшая, вот ту помощь, которую ты даешь, она незаменима. То есть у нее еще больше будет стимула делать, и она еще больше будет зарабатывать, поскольку тройка любит чувствовать, что она вот то, что она делает, то, что она, вот, может быть, помогает кому-то, это приносит результат. И такое одобрение, как, скажем так, похвала, немножко, ну, как комплимент, что вот вы мне очень сильно помогли тогда, то есть тройке это тоже важно слышать. Тогда она будет мотивирована еще больше изучать свою сферу, еще больше приобретать новые знания, чтобы помогать вам еще больше. Ну и, конечно же, нужно помнить всегда и о финансах, что деньги так просто с неба не падают. От того, что человек хочет, не знаю, бывает, люди просто хотят там, вот я хочу работу, я хочу поменять работу. Люди не говорят, я хочу больше зарабатывать или 2 раза больше зарабатывать, то есть не ставят конкретные цели. И тройкам важно ставить конкретные цели, сколько вы хотите зарабатывать. Если вы не зарабатываете столько, ну, значит, надо думать, как вы сможете достичь своих целей, поскольку человек то, где он сейчас, вот там, где вы сейчас, это то, куда вас привели ваши знания, весь ваш жизненный опыт, все, что вы знаете. Вот вы там, где сейчас, вот это куда вас привело все, что вы делали до этого. Если вы хотите выйти на новый уровень, то нужны дополнительные знания, которые вот с этой точки вас направят сюда. Просто так. То есть человек максимум, конечно, человек, он максимум, то, что ты знаешь, вот ты вот здесь. Но если ты хочешь вот на следующую ступень, опять нужно расширять сознание, опять искать новые знания, которые тебя выведут на следующий уровень. Вот так мы по шагам, как по лестнице, идем наверх по жизни. И это касается абсолютно всех сфер. Человек может быть успешный, тройка, там, может быть успешным юристом, адвокатом, там, финансистом, бухгалтером, врачом или преподавателем, учителем, но не иметь отношений, поскольку он всю жизнь там вкладывал вот в свое образование, вкладывал деньги там в свое
финансовое будущее, но он не знает, как строить отношения. И поэтому, чтобы, например, эту сферу как-то закрыть, да, в плане открыть, то там нужны еще дополнительные знания. То есть каждая сфера, в которой ты хочешь быть, чтобы успешным, там нужны знания. Без этого никак. Поэтому тройки для вас знания– это дополнительные деньги, развитие– это для вас деньги, заграница и все, что связано с иностранцами. Для вас иностранец, например, это деньги, работа онлайн– это деньги, дополнительное обучение по профессии или, может быть, даже вне профессии– это дополнительные деньги для вас. То есть как только вы открываетесь, вы вкладываете деньги в свое образование, они к вам вернутся еще 10 раз, а то и больше назад. Поэтому финансовый ваш успех в развитии и в новых знаниях.